Cihan sen risk altındasın. Niye inat ediyorsun? Niye anlamıyorsun ya? Ölebilirsin. Gerçekten o ameliyata girersem bir daha buraya ayağımı basmam. Yarın sabah giriyorum ameliyata. Ben girmeden gelir misin? Gelmem. Seni tanıyorum, gelirsin. Tanımamışsın demek ki çünkü gelmem. Var mı başka bir şey? Seni seviyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Отдаст ли Джихан свою почку Барану, несмотря ни на что? Сможет ли Алия остановить Джихана? Выживет ли Джихан после этой операции? Убедят ли уловки и поведение Алии Джихана отказаться от операции? Рискует ли Джихан жизнью, чтобы избежать конфронтации с Бараном, как говорит Алия? Будет ли Садакат вынуждена выбирать между двумя детьми? Решение Садакат принять Алью связано с тем, что она хочет пожертвовать почку, вместо того, чтобы позволить ей покинуть особняк. Куда отправится Алия из особняка? Перенесет ли Джихан операцию, несмотря на обещание Альи не возвращаться? Несмотря ни на что, Джихан ложится на операцию, веря, что Алия будет рядом. Как отреагирует Алия? Не выдержит ли Алия прощального тона Джихана и приедет ли к нему перед операцией, чтобы показать свою поддержку? Начнет ли Баран восстанавливаться после операции, или его организм отторгнет почку? Умрет ли Баран до того, как Джихан сможет сделать операцию? Захочет ли Ипек Кая выйти замуж за Зерин, зная, что она все еще любит его? Не привяжет ли Демир свою жизнь к тому, чтобы еще сильнее привязать Зерин к себе? Узнает ли Экмель о связи Садаката со смертью Мини? Все это и многое другое в этом видео. Джихану не следовало делать операцию в последний момент из-за смерти Барана. Хотя это и душераздирающее событие, было бы лучше, если бы все не усложнялось еще больше. Так что, если вы хотите, чтобы их с Альей брак был счастливым, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Судьбы каждого персонажа переплетутся в сюжете, и принятые решения спасут жизни, но и погубят других. Решение Джихана, в частности, будет переплетено с внутренними бурями Алии, отчаянием материнского сердца Садакат Ханем, хрупким телом Барана и грехами прошлого, терзающими всю семью. Каждому придется сделать выбор, но никто не избежит расплаты. Несмотря на предупреждение врача, вы можете оказаться на операционном столе, Джихан останется твердо намерен пожертвовать свою почку Барану. Теперь страх полностью исчезнет из сознания Джихана. Он сделает то, что должен сделать врач, а не то, что велит сердце брата. Для Джихана это будет не просто операция, это будет искуплением за боль, которую он причинил своей семье в прошлом, за извинения, которые он не смог сказать Садакат Ханем, и за всю боль, которую он причинил Алие. Когда он скажет: «Даже если я умру, пусть Баран жив», он выберет не свою смерть, а очищение своей души. Глаза Джихана больше не будут светиться страхом смерти, а поиском покоя. Алия сделает все возможное, чтобы остановить Джихана, но решимость Джихана встанет на ее пути, словно стена. Пока Алия сгорает от страха потерять его, ее будет бесить его безрассудство. «Ты пренебрегаешь даже собой ради справедливости», — скажет она, но в ее голосе будет слышен не гнев, а глубокая обида. Потому что Алия будет знать, на этот раз Джихан говорит так, будто действительно прощается. Каждое его слово будет возвещать, что он никогда не вернется. Алия, не в силах сдержать слез, бросается к Джихану, но Джихан будет достаточно решителен, чтобы сказать ей: «Мое место здесь, а твое место остаться в жизни». Когда Джихан готовится к операции, слова врача эхом отдаются в ее ушах. «Ты можешь не выйти из наркоза», не остановит ее. Потому что она больше не будет разрываться между жизнью и смертью, а между совестью и долгом. Мысль «спасение жизни, мой последний долг» будет звучать в ее душе. Даже то, что Джихан наденет этот белый халат, покажется ей прощальным ритуалом. Посреди всех этих приготовлений Алия будет разрываться на части.
Она попытается обуздать свой гнев, любовь и страх одновременно, чтобы остановить Джихана. Она будет спорить с ним, говоря: «На твоем месте я бы этого не делала», но, увидев решимость в глазах Джихана, замолчит. Потому что эти глаза станут последним взглядом человека на мир. Алия хочет увидеть Джихана в последний раз перед операцией. Она будет ждать у двери, хватаясь за сердце, с замиранием сердца от страха больше никогда его не увидеть. Затем, не в силах устоять, она войдет и молча возьмет его за руку. Слеза скатится из ее глаз и упадет на руку Джихана, а он тихо прошепчет: «Ты пришел. Я больше не боюсь». Садакат Ханем будет разрываться между двумя детьми. С одной стороны, бараном, борющимся с жизнью, с другой – Джиханом, пренебрегающим своей жизнью. Кого бы она ни потеряла, частичка ее сердца будет оторвана. Она не позволит Алье покинуть особняк, потому что в глубине души будет знать, что Аля – единственная сила Джихана. Объятия Садакат Ханем с Алией будут не проявлением любви, а проявлением страха. Потому что она тоже поймет, что выживание Джихана зависит от того, остановит ли его Аля. Но Алия будет убита горем, она решит покинуть особняк. Возможно, ее целью не будет какой-то далекий город, но для нее любое расстояние от Джихана будет словно изгнание. Джихан же ляжет на операцию, зная, что, несмотря на уход Альи, она не вернется. Ее голос все еще будет звучать в его сердце. Даже когда он скажет: «Ничто не имеет значения без тебя», он больше не отступит. Даже когда Джихан сдастся смерти, он в последний раз пронесет имя Алии на губах. Войдя в операционную, он поднимет голову к небу и пробормотает: «Может быть, на этот раз я действительно смогу кого-то спасти». Аля попытается вырваться, но сердце не даст ей сбежать. Прощальные слова Джихана повергнут ее в невыносимую панику. В последний момент она помчится в больницу перед операцией. Увидев Джихана, она возьмет его руки в свои, посмотрит ему в глаза и скажет: «Я с тобой». В этот момент все в комнате замолчат. Потому что это будет безмолвное признание в любви на тонкой грани между жизнью и смертью. Когда операция начнется, сердца всех будут биться в унисон снаружи. Губы Садакат Ханем будут дрожать, когда она будет молиться с надеждой на выживание барана, в то время как внутри начнется борьба за жизнь Джихана. Состояние барана постепенно начнет улучшаться, аппараты отрегулируются, но никто не будет улыбаться. Сердцебиение Джихана на мгновение замедлится, и врачи в панике бросятся к окну. В этот момент глаза всех наполнятся слезами, и Аля бросится к окну, шепча: «Держись, Джихан, пожалуйста, держись». Но на этот раз судьба не будет милосердна. Баран потеряет сознание еще до того, как Джихан доберется до операционного стола. Его сердце остановится. Несмотря на все усилия, баран не сможет удержаться за жизнь. В этот момент колени Джихана подкосятся, и он прислонится к стене дрожащими руками. «Я снова опоздал», — воскликнет он. Это будет не операционная, а комната скорби. Слезы Джихана упадут в руки его матери. В этот момент Садакат Ханем поймет, что значит потерять одного ребенка и тащить другого на смерть. С другой стороны, Ипек, несмотря на все, захочет выйти замуж за Каю. Потому что она выберет обладание вместо любви. Но ежевечерний взгляд Каи на фотографию Зерин безмолвно разобьет сердце Ипек. Осознав, что ее не любили так же сильно, как Зерин, даже один день, она в глубине души будет знать, что брак станет лишь тенью. Риск Демира собственной жизнью откроет совершенно иной уголок в душе Зерин. Теперь она будет смотреть на Демира не со злостью, а с благодарностью. Когда он скажет: «Ты умирал за меня», дрожь в его голосе будет означать, что все раны прошлого начали заживать. Но книга о Кае в ее сердце не закроется окончательно. Она все еще будет слышать имя Каи в каждом мгновении, проведенном с Демиром. И постепенно откроется одна из самых темных истин: Экмель узнает, что Садакат Ханем причастна к смерти Мини. Это знание положит конец не только двум женщинам, но и обоим родам. Эта правда нависнет над любовью Джихана и Алии, словно темная туча. Грех, который Садакат Ханем скрывала годами, теперь определит судьбу ее сыновей. В
конце серии на лицах всех будет одно и то же выражение – изнеможение, сожаление и отчаяние. Пока Джихан борется между жизнью и смертью, Алия будет держать его за руку. «Открой глаза, Джихан, справедливость не должна закончиться на тебе», – воскликнет она. Садакат Ханем упадет на колени и зарыдает: «Господи, какого ребенка ты мне оставишь?» И в этот момент в этой истории каждый начнет страдать от своего наказания. Потому что никакая рана не заживет, никакое слово не вернешь обратно. Джихан будет рисковать жизнью, пытаясь спасти жизнь, Аля будет сгорать от страха потерять его, борясь за свою любовь. Садакат Ханем заплатит самую высокую цену материнства. Этот эпизод будет историей противостояния, а не искупления. Наступит переломный момент, когда каждый столкнется со своей судьбой, своим прошлым и своей виной. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своими ценными отзывами в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.